Представьте себе морского обитателя, который спит и при этом меняет цвет кожи, словно рисуя сны прямо на теле. Это не фантазия, а документально подтвержденный феномен. Исследователи наблюдали за осьминогами в аквариумах. Ночью, когда животное неактивно, на коже появлялись мозаичные узоры и цветовые вихри, ни на минуту не исчезая. Это происходит, когда животное погружено в состояние покоя, и его мозг, вероятно, все еще обрабатывает впечатления дня. Ученые сравнивают этот феномен с аналогом сна. Волнения, подобные фазе быстрого сна у млекопитающих. В экспериментах, проводившихся в Морском институте Стэнфорда и Университете Виктории, осьминогов снимали в инфракрасных и ультрафиолетовых диапазонах. Именно так удалось уловить изменения кожи, невидимые человеческому глазу. Во время сна осьминог выглядит, будто проецирует внутренние образы на свое тело. Что важно, у осьминогов нет привычных структур мозга, как у млекопитающих, но они все же могут иметь форму сонного поведения. Гипотеза. Мозг обрабатывает сенсорную информацию, создает репетиции движений, симуляции окружающей среды. Никаких вымышленных фантазий, это реальные наблюдения в контролируемых условиях. За этой меткой стоит глубокий вопрос. Если осьминог слагает сны, могут ли животные без коры головного мозга переживать внутренние образы? Этот феномен вызывает не просто удивление. Он ставит под вопрос, что такое самосознание в живых существах. Имена дельфинов. Дельфины умеют говорить друг другу по имени. Это подтверждено научными исследованиями. Каждый дельфин издает уникальный короткий сигнал клик. Его подпись. Ученые назвали это сигнальным именем или сигнатурным свистом. В серии экспериментов, проведенных в университете Тафтса и университете штата Флорида, дельфинов учили реагировать на игровые автоматы, активируемые именно теми сигналами, которые соответствуют их именам. Другая группа сигнала, отличная от их собственного имени, дельфины игнорировали или исследовали с осторожностью. Таким образом, эти животные способны к социальной адресации. «Эй, ты!» — так можно перевести смысл сигнатурного свиста. Это открытие меняет представление о коммуникации в животном мире. Язык не только у людей, и не просто крики, а индивидуальные метки. Важно, это не миф или фантазия, а данные научных публикаций. Разумеется, дельфины не называют имена, как мы, но поведение очень близко к идее адресной идентификации. Это впечатляет тем, что такое сложное поведение эволюционировало в водной среде, где звук — ключ к выживанию. Слезы слонов. Слоны способны переживать эмоции, которые раньше считались присущими только человеку. Один из самых трогательных феноменов — их реакция на смерть сородичей. Полевые наблюдения в Кении, Ботсване и Индии подтверждают, при обнаружении останков слоны останавливаются, прикасаются хоботом к костям, а иногда даже задерживаются рядом на длительное время. Некоторые особи приносят листья и ветви, будто прикрывая тело, как бы участвуя в ритуале прощания. Ученые фиксировали и физические проявления. Слоны могут выделять слезы в такие моменты, и что важно, это не просто физиологическая реакция. Повышение уровня кортизола в крови говорит о настоящем стрессе. По сути, эти животные переживают горе. Их социальная структура устроена так, что каждый член стада имеет значение, а потеря ощущается на глубоком уровне. Существует множество задокументированных случаев, когда слоны возвращались к местам гибели родичей спустя месяцы. Некоторые даже посещают кости давно погибших сородичей, узнавая их по запаху или форме. В одном из резерватов наблюдали, как слон более 20 минут стоял у черепа погибшего, трогая его хоботом и издавая тихие звуки. Подобное поведение не характерно для большинства животных. Именно поэтому оно так поражает исследователей. Это не миф и не приукрашенная история, а факты, зафиксированные зоологами, биологами и натуралистами по всему миру. Слоны по-настоящему скорбят, и в этом одно из самых глубоких проявлений эмоционального интеллекта в дикой природе. Логика воронов. Одни из самых умных существ в мире животных. Эти птицы умеют решать сложные задачи, использовать инструменты и даже предвидеть последствия своих действий. Ученые из Германии и Японии провели эксперименты, в которых воронам нужно было поднять уровень воды в пробирке, чтобы достать пищу. Птицы быстро догадались бросать внутрь камни, подбирая те, что эффективнее всего вытесняют воду. Другие опыты показали, вороны запоминают лица людей. Если человек однажды причинил вред птице, она может узнать его спустя годы и отреагировать, например, поднять тревогу. Более того, вороны способны передавать информацию о враге другим особям. Это говорит о социальной памяти. Инструменты для них не редкость. Они отламывают ветки, затачивают их и используют для извлечения личинок из коры. Некоторые даже делают крючки для более эффективного добывания пищи.
Уровень креативности сопоставим с приматами. Вороны также умеют планировать. Они могут отказаться от немедленной награды ради большей пользы в будущем. В одном эксперименте птицам предлагали обменять менее ценный предмет на более ценный, если они могли подождать. И они ждали. Все эти способности подтверждены в десятках научных работ. Интеллект воронов — не красивая метафора, а доказанный факт. Это не просто сообразительность, а умение анализировать, запоминать, обучаться и адаптироваться. Эти птицы показывают, что разум может принимать самые неожиданные формы, даже в черном оперении и с каркающим голосом. Пауки-строители не только охотники, но и настоящие инженеры природы. Их паутина — сложнейшее сооружение, рассчитанное до мельчайших деталей. Тонкие нити прочнее стали по соотношению прочности к весу. Каждый вид паука создает паутину определенной формы — круговой, воронкообразной, плоской или трехмерной. Это не просто инстинкт. Поведение гибкое, адаптивное, зависящее от условий. Например, пауки рода Аргиопе встраивают в центр паутины особую структуру — стабилиментум. Это плотная зигзагообразная вставка, заметная даже человеку. Ученые считают, что она делает сеть видимой для птиц, которые иначе могли бы ее случайно разрушить. Пауки таким образом предупреждают других существ. Потрясающая форма пассивной защиты. Некоторые виды способны адаптировать углы натяжения нитей в зависимости от ветра или положения солнца. Это позволяет паутине сохранять форму и эффективность. Более того, пауки восстанавливают поврежденные участки. Чиня сеть без полной перестройки. Это экономит ресурсы и время. Есть и те, кто строит временные ловушки. Они плетут миниатюрные сети на ночь, а утром сворачивают их, пряча в укромное место. Это доказывает высокий уровень поведенческой гибкости. Научные исследования подтверждают, архитектура паутины зависит от множества факторов: влажности, температуры, наличия добычи. Все это делает пауков одними из самых эффективных и точных строителей в животном мире. И хотя у них нет большого мозга, результат их труда — подлинное чудо природы. Камуфляж мастеров. Камуфляж в природе — одно из самых изощренных средств выживания. Некоторые животные маскируются настолько искусно, что становятся невидимыми даже на расстоянии вытянутой руки. Одни из самых выдающихся мастеров маскировки — каракатицы и хамелеоны. Они умеют не только менять цвет, но и подстраивать текстуру кожи под окружающую среду. Каракатицы, например, могут в доли секунды повторить структуру песка, водорослей или кораллов. Исследования показывают, что эти моллюски контролируют сотни тысяч пигментных клеток, расширяя и сжимая их с помощью мышц. И все это при том, что каракатицы, судя по данным, сами почти не видят цвета. Они ориентируются по контрасту и световым паттернам. Хамелеоны действуют иначе. Они используют особую кристаллическую структуру в коже, чтобы отражать свет под разными углами. Это не просто смена окраски, а игра с физикой. При стрессе или возбуждении узор может меняться буквально на глазах. Ученые из Швейцарии с помощью микроскопов доказали, что эти изменения происходят не из-за пигмента, а из-за расстояния между нанокристаллами. Есть и более простые примеры: палочники, листовидные насекомые, рыбы-камни. Они маскируются не только от хищников, но и от жертв, ожидая момент атаки. Камуфляж — не просто трюк. Это результат миллионов лет эволюции, тонкая настройка между организмом и его средой. Удивительно, как в мире животных цвет, свет и форма превращаются в настоящее искусство исчезновения. Регенерация. Восстановление утраченных частей тела — способность, которая у человека вызывает восхищение, но для некоторых животных это часть повседневной жизни. Самый известный пример — ящерицы, сбрасывающие хвост при опасности. Однако этим дело не ограничивается. Морские звезды могут восстанавливать целые лучи, а некоторые виды даже целое тело из одного сегмента. Саламандры могут отращивать не только конечности, но и части позвоночника, кожу, мышцы и даже фрагменты сердца. Ученые изучают их механизмы регенерации, надеясь однажды применить эти знания в медицине. Исследования в области молекулярной биологии показывают ключ к восстановлению в активации спящих клеток, которые возвращают эмбриональное состояние и начинают строить ткань заново. Некоторые черви, например, планарии, делятся пополам, и каждая часть становится новым организмом. Это кажется фантастикой, но это задокументированные и воспроизводимые факты в лабораториях. Даже у млекопитающих есть ограниченные возможности. Олени ежегодно отращивают рога, а у людей заживают кости, кожа и частично печень. Однако ни одно животное не приближается к уровню регенерации, присущему рептилиям и беспозвоночным. Способность восстанавливаться — это форма защиты и выживания. И если бы человек имел хотя бы половину таких навыков, медицина выглядела бы совершенно иначе. В мире природы такие суперсилы не редкость, а логичный результат эволюционной необходимости. Миграции монархов.
Каждую осень миллионы бабочек-монархов отправляются в эпическое путешествие через весь континент. Они пролетают тысячи миль, от Канады до Центральной Мексики, и делают это с точностью, которая поражает ученых. Но как такие хрупкие существа находят путь, которого никогда раньше не знали? Монархи, которые начинают миграцию, обычно умирают до ее окончания. До финальной точки добирается уже следующее поколение, которое почему-то точно знает, куда лететь. Исследования показали, бабочки ориентируются по Солнцу, используя встроенные биологические часы в антеннах. Они комбинируют положение светила с внутренним таймером, чтобы сохранять правильный курс. Ученые из университета Массачусетса провели эксперимент, изменив световой цикл у монархов в лаборатории, и бабочки сбились с маршрута. Это подтвердило гипотезу солнечной навигации. Кроме того, бабочки чувствуют магнитное поле Земли. Их антенны содержат молекулы, реагирующие на магнитные сигналы, что помогает им ориентироваться даже в облачную погоду. Путь монархов включает остановки для кормления, размножения и отдыха. Иногда они собираются в такие плотные скопления, что покрывают целые деревья. Это зрелище привлекает тысячи туристов, но само поведение бабочек остается загадкой. То, что крошечные насекомые без GPS и карт каждый год совершают такое путешествие, одно из самых невероятных чудес природы. И каждое новое поколение снова и снова повторяет этот путь, будто по невидимому маршруту, записанному в генах. Преданность собак. Верность собак — не выдумка и не красивая легенда, а факт, подтвержденный наукой. Исследования показывают, собаки умеют не только распознавать эмоции человека, но и искренне переживать за него. В одном из опытов собаки реагировали на плач хозяина, пытаясь приблизиться и успокоить его. Это не инстинкт, а сознательное поведение, ориентированное на эмоциональную связь. Многочисленные истории из жизни подтверждают это. Собаки остаются возле раненого владельца, возвращаются на место его смерти или даже отказываются есть после утраты. Один из самых известных случаев — Хатико из Японии, который 9 лет приходил на станцию ждать умершего хозяина. Это не уникальное поведение, подобные истории происходят по всему миру. Ученые объясняют такую привязанность комбинацией факторов. Во-первых, собаки — социальные животные, живущие в группах с четкой иерархией. Хозяин становится для них частью стаи. Во-вторых, у собак развита способность к эмпатии. Они считывают микромимику, интонации и реагируют на настроение человека. Кроме того, между человеком и собакой вырабатывается окситоцин — гормон, отвечающий за доверие и близость. Этот биологический механизм действует в обе стороны. Собачья преданность — не просто миф. Это результат тысячелетий совместной эволюции и эмоциональной связи. И чем больше мы изучаем собак, тем очевиднее в их взгляде скрыта не только инстинктивная реакция, но и нечто гораздо более глубокое — настоящая привязанность. Чистоплотность кошек. Кошки считаются одними из самых чистоплотных животных на планете. В среднем они проводят до половины дня, ухаживая за собой. Их вылизывание — это не просто умывание, а сложный процесс терморегуляции, ухода за шерстью и даже снятия стресса. Язык кошки покрыт сотнями крошечных, загнутых назад шипиков из кератина, того же вещества, из которого состоят ногти. Эти шипы действуют как миниатюрные расчески, позволяя вычесывать мусор, пыль и выпавшие волоски. Кроме того, они помогают распределять слюну, которая охлаждает тело в жару. Ученые из Технологического института Джорджии создали роботизированную модель кошачьего языка, чтобы изучить эффективность этого механизма. Оказалось, он работает эффективнее обычных щеток для домашних питомцев. Чистоплотность важна и для общения. Кошка, пахнущая едой или чужими запахами, может быть воспринята как угроза другими кошками. Поэтому вылизывание еще и способ стереть следы и сохранить нейтральный запах. Также это форма саморегуляции. После стресса или испуга кошка почти всегда начинает вылизываться. Это помогает снизить уровень тревожности. Так что кошачье умывание, да, это не каприз и не эстетика. Это тонкий и эффективный механизм, который работает на уровне биологии, поведения и социальной адаптации. И в этом проявляется удивительная сложность даже в самых обыденных действиях животных. Интересно, что котята начинают вылизываться уже в первой неделе жизни, подражая матери и закрепляя привычку на всю жизнь. Звуки рыб. Многие считают, что рыбы — молчаливые существа. Однако это не так. Некоторые виды издают звуки и делают это весьма активно. Например, самцы пинячьей рыбы во время брачного сезона поют настоящие серенады, издавая вибрации плавательным пузырем. Эти звуки напоминают жужжание или низкий гул, который слышен даже через толщу воды. Ученые из Калифорнийского университета записали эти звуки с помощью подводных микрофонов, гидрофонов, и доказали, что их частота и ритм различаются у разных особей. То есть каждая рыба имеет свою манеру исполнения. Есть и другие музыкальные рыбы. Например, судаки и окуни используют щелчки, скрипы и вибрации для обозначения своей территории или привлечения партнера. Некоторые морские рыбы даже синхронизируют звуки, создавая эффект
подводного хора. Звук у рыб возникает за счет колебаний плавательного пузыря, трения костей или движения челюстей. В отличие от млекопитающих, они не имеют голосовых связок, но находят другие способы для акустической коммуникации. Такие звуки могут нести важную информацию о размерах рыбы, ее состоянии, готовности к спариванию или агрессии. Подобные сигналы особенно важны в мутной воде, где зрение ограничено. Факт, что в безмолвном, на первый взгляд, мире рыб есть звук, поразителен. Он доказывает, даже там, где мы привыкли к тишине, природа ведет активный диалог, просто не на тех частотах, к которым мы привыкли. Гиганты морей. Когда речь заходит о гигантах океана, большинство думает о китах, но морской мир хранит куда больше загадок. Например, гигантский кальмар — существо, которое может достигать длины более 40 футов. Несмотря на такие размеры, долгое время его считали мифом. Первые съемки живого кальмара в естественной среде появились лишь в начале 21 века. Кальмары этого рода имеют огромные глаза, самые большие в животном мире. Они позволяют видеть в полной темноте на глубинах, где света нет вообще, а их щупальца вооружены крючьями и присосками с острыми краями. Идеальные инструменты для охоты на больших глубинах. Киты-кашалоты, крупнейшие хищники среди зубатых китов, регулярно вступают в схватки с такими кальмарами. На телах кашалотов находят следы от щупалец, что подтверждает гипотезу о подводных битвах. Но и другие гиганты впечатляют. Медуза волосистая циания может иметь щупальца длиной до 100 футов. Несмотря на хрупкость, ее размер делает ее одним из самых длинных животных на планете. Глубоководные рыбы, вроде черного удильщика, также обладают чудовищной внешностью и светящимися приманками на голове. Результат эволюции в мире без света. Все эти существа не мифы, а документально подтвержденные виды. Их анатомия, поведение и особенности строения поражают воображение. И каждый такой организм — напоминание о том, как мало мы знаем о том, что скрыто под толщей воды. Когда мы говорим о животных, важно помнить, за простыми привычками часто скрываются сложные механизмы. Осьминоги, которые видят сны, дельфины с именами, скорбящие слоны, изобретательные вороны — все это реальные факты, подтвержденные наукой. Мир животных куда сложнее и глубже, чем мы привыкли думать. И чем больше мы изучаем поведение живых существ, тем яснее становится интеллект, эмоции и даже зачатки культуры не только прерогатива человека. Природа полна тайн, и каждая из них приближает нас к пониманию самих себя.